Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Это вторая часть мастер-класса по вязанию длинного бычка. У нас уже подготовлены почти все детали для него. Это уши, руки, ноги, нос и хвост. Сегодня мы свяжем рога и тело, ввяжем в тело ушки, ручки, ножки и вставим глазки. Итак, приступим. Тело вяжется сверху вниз, поэтому начнем с рогов. Первый я уже подготовила. Это большой рог, изогнутый с одной стороны. В этом случае я ниточку обрезала и закрепила обычным способом. Набрала воздушную петлю и пропустила сквозь нее хвостик. А вот от второго нить обрезать не будем. Свяжем его вместе. Тело и рога у нас будут одного цвета. Берем светло-коричневую пряжу и вяжем первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 2 раза. Выворачиваем деталь и вяжем третий ряд 8 столбиков без накида подряд. Четвертый ряд 1 столбик без накида, прибавка. Повторить 4 раза. Пятый ряд 12 столбиков без накида подряд. Шестой ряд 1 столбик без накида, прибавка. Повторить 6 раз. Седьмой ряд 18 столбиков без накида подряд. Восьмой ряд вяжем по схеме. 3 соединительных столбика, 3 столбика без накида, 6 полустолбиков с накидом, 3 столбика без накида и 3 соединительных столбика. Итак, сначала вяжем 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. Дальше вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Затем 6 полустолбиков с накидом. Делаем накид, вводим крючок, захватываем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их за один раз. Вот так. Получился полустолбик с накидом. Вяжем еще 5 таких полустолбиков. Дальше вяжем 3 столбика без накида. И заканчиваем этот ряд 3 соединительными столбиками. Девятый ряд 6 столбиков без накида, 6 полустолбиков с накидом и 6 столбиков без накида.
Вяжем сначала 6 столбиков без накида. Теперь 6 полустолбиков с одним накидом. И 6 столбиков без накида. Десятый ряд вяжем по схеме: 4 соединительных столбика, 3 столбика без накида, 6 полустолбиков с одним накидом, 3 столбика без накида и 2 соединительных столбика. Итак, вяжем 4 соединительных столбика, далее 3 столбика без накида, теперь 6 полустолбиков с накидом, далее 3 столбика без накида и 2 соединительных столбика. Одиннадцатый ряд: 7 столбиков без накида, 6 полустолбиков с накидом и 5 столбиков без накида. Вяжем 7 столбиков без накида. Шесть полустолбиков с накидом. И 5 столбиков без накида. Двенадцатый ряд вяжем не до конца и делаем всего 3 столбика без накида. Вот мы связали второй рог. Теперь у нас есть 2 таких детали. Далее будем объединять рога и вязать тело. Обращаю ваше внимание, что первый рог я вязала точно так же, как и второй. Последний ряд, 12, у него тоже не законченный. В нем провязано всего 3 столбика без накида. Берем второй рог, от которого мы не обрезали ниточку. И несмотря на то, что у нас 12 ряд был незаконченный, с этого места начинаем 13 ряд. Поэтому на нить контрастного цвета пока не обращаем внимания, даже можно ее вынуть. Итак, сначала набираем 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь присоединяем первый рог. По этой детали нам надо провязать 18 столбиков без накида. Я обычно, чтобы не было в этом месте отверстия и перекосов, начинаю вязание с последнего столбика без накида последнего ряда этой детали. Вот сюда ввожу крючок и провязываю первый столбик без накида. А второй столбик без накида вяжу в первый столбик без накида последнего ряда. Вот сюда ввожу крючок и провязываю второй столбик без накида. Обратите внимание, я сразу начинаю ввязывать хвостик.
Это мы провязали 2 столбика без накида по первому рогу. Вяжем еще 16 столбиков без накида. Подошли к цепочке из 7 воздушных петелек. Следите, чтобы она не перекрутилась. И по одной стороне этой цепочки провязываем 7 столбиков без накида. Вот мы подошли ко второму рогу. По этой детали нам тоже надо провязать 18 столбиков без накида. Не забываем, что мы не обращаем внимания на нить контрастного цвета пока. Опять подошли к цепочке из воздушных петелек. По другой стороне этой цепочки вяжем 7 столбиков без накида. Все, мы закончили 13-й объединяющий ряд. Вот так получилось. Это вид с одной стороны, это вид с другой стороны. Теперь необходимо перекинуть нить контрастного цвета вот сюда. Отсюда у нас начнется следующий ряд. В этом 13-м ряду, если мы все сделали правильно, должно было получиться 50 столбиков без накида. Далее вяжем 3 ряда по 50 столбиков без накида в каждом. В 17 ряду будем ввязывать ушки. Для этого нам надо выйти к боковой части тела, поэтому сначала провязываем 6 столбиков без накида. Теперь берем первое ушко. Мы помним, что в последнем ряду у него 6 петель. Нам необходимо присоединить ушко к телу и провязать 6 столбиков без накида сквозь петли последнего ряда уха и тела, совместив их вместе. Делается это вот так. Вот мы ввязали первое ушко. Дальше вяжем 19 столбиков без накида по телу, при этом ввязываем хвостик. Вот мы подошли к другой боковой части тела. Теперь берем второе ушко и точно так же его ввязываем. Провязываем 6 столбиков без накида сквозь петли последнего ряда уха и тела, совместив их вместе.
Вот мы ввязали второе ушко. Дальше вяжем 13 столбиков без накида по телу до конца ряда. При этом не забываем ввязывать хвостик. Закончили 17 ряд и ввязали ушки. Посмотрите, как должно получиться. Они должны располагаться строго по бокам. Если вдруг у вас не так, потому что плотность вязания у всех разная, высота столбиков тоже разная, тогда вам необходимо распустить этот ряд и сместить начало ввязывания каждого ушка на 1-2 петли вправо или влево. Необходимо добиться правильного расположения каждого уха. Только после этого можно продолжать. Кстати, вы видите, что ушки ввязаны горизонтально. Не переживайте, мы их вот так выгнем в конечном итоге, и они у нас будут самые обычные. Итак, продолжаем. Вяжем 13 рядов по 50 столбиков без накида в каждом. Провязали 30 ряд. Дальше будем вставлять глазки. Глазки будут располагаться спереди игрушки. Там, где идет контрастная нить, это зад, а вот это перед. Отсчитываем от лба 8 рядов вниз, начиная с воздушной цепочки. И между 8 и 9 рядами вставляем глазки. Я уже сделала отверстие для них на расстоянии 3 петли друг от друга. Вставляем в эти отверстия глазки. Вот так они должны располагаться. Закрепляем их. Закрепили глазки, можно продолжать. В 31 ряду будем ввязывать ручки. Они, как и ушки, должны располагаться строго по бокам игрушки, поэтому сначала вяжем 9 столбиков без накида. Берем первую ручку. В последнем ряду у нее 5 петель. Ввязывать будем так же, как и уши. Присоединяем и провязываем 5 столбиков без накида сквозь петли последнего ряда руки и тела, совместив их вместе. Первая рука ввязана. Теперь вяжем 20 столбиков без накида по телу, ввязывая хвостик от руки. Берем вторую руку и начнем ее ввязывать, так же, как и первую. Совмещаем петли руки и тела и провязываем за оба края 5 столбиков без накида. Вторая рука ввязана. Дальше довязываем
11 столбиков без накида до конца ряда, при этом опять ввязываем хвостик. Вот мы ввязали ручки. Вот так они должны располагаться. Строго по бокам. Опять же, если у вас они смещены вправо или влево, распустите этот ряд и передвиньте руки, чтобы выровнять их под вашу игрушку. Только после этого можно продолжать. Итак, далее вяжем 23 ряда по 50 столбиков без накида в каждом. Теперь настал самый важный и ответственный момент в вязании всей игрушки. Чтобы правильно вязать ножки, нам надо выйти строго в то место, где расположен бок игрушки, и провязать столько столбиков без накида, сколько для этого потребуется. Мне для этого понадобилось 15 столбиков без накида. Теперь в последнюю провязанную петлю и в следующую за ней вставляем маркер. Отсюда мы начнем в дальнейшем ввязывать первую ножку. Сложив деталь пополам, отсчитаем 23 петли влево от маркера. 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23. И в 24 и 25 петлю вставим второй маркер. Здесь мы закончим ввязывать вторую ножку. Итак, мы определили место расположения ножек. Только теперь можно набивать игрушку наполнителем. Хорошо набиваем рога и почти до конца тела, но не очень плотно, чтобы бык не был похож на бочонок. Вот мы частично набили тело. Будем ввязывать ножки и сразу закрывать нижний край тела. Берем первую ножку. Хвостик от нее в этом случае должен располагаться справа. Присоединяем ножку и ввязываем ее. Для этого вводим крючок в первую петлю последнего ряда ноги и в 2 петли, в которые вставлен маркер. И провязываем первый столбик без накида. Далее вяжем еще 5 столбиков без накида, захватывая петли ноги и обоих краев тела. Первая ножка ввязана. Дальше вяжем 13 столбиков без накида за оба края тела. У нас осталось по кругу непровязанными 12 петелек, как раз чтобы ввязать вторую ногу. Но прежде чем мы это сделаем, донабьем игрушку до конца через это отверстие.
Вот я донабила тело, выровняла наполнителем бока игрушки, чтобы они были прямыми, хорошо наполнила низ быка и места около ножек. Теперь ввязываем вторую ногу, так же как и первую, причем последний столбик без накида будем провязывать в последнюю петлю ножки и в те 2 петли, в которые вставлен маркер. Все, ввязали ножки. Вот такой ровный шов у нас получился. Теперь в конце делаем одну воздушную петлю и закрепляем ниточку. Обрезаем, вынимаем нить контрастного цвета и прячем все хвостики. Вот как теперь выглядит игрушка. Таким образом, наш бычок почти готов. У нас есть тело с рогами, в которое ввязаны ушки, ручки и ножки, а также нос и хвост. На этом вторая часть мастер-класса закончена. В следующей мы сделаем окончательную сборку игрушки и свяжем для бычка новогоднюю жилетку. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить третью часть мастер-класса. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!